Я прерываю на полчаса упаковку коробок для переезда, чтобы сообщить вам 8 фактов о сухом законе в США, которые вы, вероятно, не знали. Спасибо всем, кто проголосовал за новую заставку. Новая заставка. Факт первый. Очень многие люди считают, причем очень многие американцы считают, при том, что они вроде бы проходили эту часть истории в средней школе, что сухой закон запрещал употреблять алкоголь, что сухим законом американцам запрещалось пить алкогольные напитки. Но это не так. На самом деле сухой закон, точнее 18-я поправка Конституции, запрещала производство, транспортировку и продажу алкогольных напитков. Но никто не запрещал вам распивать алкогольные напитки. И именно поэтому очень многие американцы, как частные лица, так и организации, до вступления сухого закона в силу успели очень хорошо закупиться. Некоторые богатые клубы закупили столько алкоголя и заложили в свои погреба столько алкогольных напитков, что им легко хватило до конца сухого закона. А сухой закон продержался больше 13 лет. Никто не мешал вам, к примеру, пить свой собственный, уже купленный алкоголь. Никто не мешал вам угощать ваших друзей тем алкоголем, который у вас уже был в доме. Но, к примеру, в случае переезда вам нужно было бы получить специальное разрешение на транспортировку ваших алкогольных напитков, но вы бы ее получили. Запрет на транспортировку касался в том числе, к примеру, запрета на импорт алкогольных напитков из других стран. И Багамы, и Канада озолотились на сухом законе США благодаря контрабанде алкогольных напитков через границу. Факт второй. Сухой закон был введен специальной поправкой к Конституции. Это не был просто президентский указ. Американцы в прямом смысле слова изменили Конституцию своей страны, чтобы запретить производство, транспортировку и продажу алкогольных напитков. Соответственно, и отмена сухого закона потребовала отдельной поправки к Конституции. 21-я поправка отменяла 18-ю поправку и обнуляла все, что говорилось об алкоголе в Конституции Соединенных Штатов. Факт третий. Как ни цинично это звучит, но введение сухого закона стало возможным только после того, как в Соединенных Штатах, опять же отдельной поправкой Конституции, был введен единый подоходный налог. Дело в том, что сбор акцизов, алкогольных акцизов и разнообразных налогов на продажу алкогольной продукции составлял от 13 до в некоторые годы 30% налоговых поступлений в федеральный бюджет страны. Никакие проповеди моралистов, никакие свидетельства докторов, никакая агитация матерей против алкоголизма не могла проломить очень важного аргумента за продажу алкоголя в стране. То, что продажа алкоголя в стране составляет огромный кусок федерального бюджета. Но после того, как в 1913 году был введен единый подоходный налог, федеральная казна сразу же на следующий год получила огромное поступление налоговых денег, никак не связанное с продажей алкоголя. И только после этого стал возможен разговор о запрете алкоголя в стране. Факт четвертый. Многие люди считают, что сухой закон США провалился, в том числе потому, что алкоголизм в стране не уменьшился, и употребление алкоголя в стране не только не уменьшилось, но и возросло. На самом деле это не так. Употребление алкоголя в стране реально резко упало, потому что если перестать продавать алкогольные напитки, ну куда вы денетесь? Разумеется, употребление алкоголя в стране упало, особенно в первые годы. С другой стороны, вы можете возражать, что откуда вы знаете, как изменилось потребление алкогольных напитков в стране, если все потребление стало фактически нелегальным. Но дело в том, что существуют другие показатели, которые могут косвенным образом свидетельствовать о том, что в стране начали меньше пить. К примеру, заболеваемость циррозом печени, а эта болезнь очень сильно связана с употреблением алкогольных напитков, так вот, заболеваемость циррозом печени в стране в годы сухого закона упала на 50%. И это, в общем-то, свидетельствует о том, что американцы в целом стали меньше пить, или, по крайней мере, в целом стали меньше злоупотреблять алкоголем. Потому что мы знаем, что введение сухого закона не сделало покупку алкоголя для американцев невозможной.
просто алкоголь очень сильно подрос в цене. К примеру, цена пива увеличилась в 8 раз. Это было подпольное пиво, и, соответственно, его продавали в 8 раз дороже. Или цена на крепкие напитки поднялась в 4 раза. При этом качество этих напитков очень сильно упало. И это факт пятый. Коктейли, которые стали так популярны в 20-е годы во время сухого закона, не маскировали вкус алкоголя, как вы можете прочесть в некоторых местах. Потому что, если вы пили коктейль, вы знаете, что вкус алкоголя нельзя полностью замаскировать. Что коктейли маскировали, так это вкус плохого алкоголя. Потому что во времена сухого закона большая часть алкоголя, которая поступала на черный рынок, так или иначе происходила из технического спирта. И по закону весь технический спирт был денатуратом, то есть в него добавляли разные дополнительные химикаты, которые делали его несъедобным и чрезвычайно неприятным на вкус. И бутлегеры, которые воровали технический спирт, они очищали его, конечно, до какой-то степени, но все равно это была совершенно отвратительно пахнущая и мерзкая на вкус жидкость, которую хозяева подпольных спикизи пытались сделать более приятной на вкус, сочиняя новые коктейли. В принципе, то, что вы покупали в спикизи под видом коньяка или бурбона, могло быть чем угодно, потому что никто не контролировал больше качество алкогольной продукции. Очень быстро выяснилось, что для того, чтобы сделать, к примеру, бурбон, достаточно взять самогон и настаивать его на гнилом мясе и добавить туда капельку криозота. Это то, что вам наливали в спикизи. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте поставить лайк. Этим вы не только говорите спасибо автору, но также напоминаете алгоритму YouTube, что вам нравятся видеоролики с подобной тематикой, и вы сможете натренировать искусственный интеллект, чтобы он рекомендовал вам других авторов, которые сочиняют видео на подобные темы. Факт шестой. Одной из важнейших причин принятия сухого закона была надежда на то, что в стране, где перестанут продавать алкогольные напитки, сильно уменьшится преступность. На деле мы, конечно, уже знаем, что это не случилось. Преступность в Соединенных Штатах не уменьшилась. Сейчас историки спорят, был ли рост преступности в 20-е годы вызван сухим законом, или это было просто естественный рост преступности. Но совершенно точно известно, что благодаря сухому закону, из-за сухого закона, в стране появилась организованная преступность. До 20-х годов преступность, профессиональная преступность в США была, так сказать, местечковой. Отдельные банды промышляли в отдельных городах и районах. Никому не приходило в голову объединяться с товарищами из соседнего штата. Сухой закон дал преступникам возможность наживать огромные деньги на транспортировке алкоголя по стране. К примеру, на контрабанде или на производстве алкоголя в подпольных заводиках, после чего его нужно было развозить по другим городам и явкам. Поэтому преступники в США начали объединяться в синдикаты, и это были огромные синдикаты, которые были к тому же еще и срощены с властью, потому что взятки тогда получали все, начиная с отдельных полицейских и кончая судьями и конгрессменами. Так что даже если сухой закон не увеличил преступность в стране, он совершенно точно был ответственен за возникновение организованной преступности такого масштаба, и то, что все эти знаменитые гангстеры, о которых вы знаете, и чьи имена мне не нужно вам перечислять, получили такую известность и такую власть в стране. Факт седьмой. Женское движение, движение за права женщин, играло огромную роль сначала в введении сухого закона, а потом его отмене. Дело в том, что в момент введения сухого закона американки еще не имели избирательных прав, но они активно за него боролись. Существовало мощное женское движение. И это женское движение быстро создало альянс с движением за трезвость. И благодаря этому альянсу, во многом благодаря этому альянсу, борцам за трезвость удалось провести 18-ю поправку в жизнь. Дело в том, что до введения сухого закона алкоголизм был преимущественно мужской проблемой.
Не то чтобы американки вообще не пили алкоголь, и не то чтобы среди них не было алкоголичек, но это была большая редкость. Только в маргинальных слоях женщины могли иметь проблемы с алкоголем, но женщины порядочные, я не говорю богатые, я даже не говорю женщины среднего класса, но даже работающие женщины из рабочего класса очень редко злоупотребляли алкоголем. Во-первых, потому что общественное мнение было против, а во-вторых, потому что, к примеру, в салоны, в питейные заведения женщин в принципе не пускали. Женщины видели в алкоголе огромного врага, потому что он разрушает семью, потому что алкоголь разрушал семьи. И женщины активно боролись против алкоголизма, и они считали, что самым лучшим способом решить эту проблему будет просто повсеместно запретить продажу алкогольных напитков. После того, как сухой закон был введен, мужчины стали пить меньше, но дело в том, что изменился гендерный состав пьющего населения. Салуны не пускали женщин внутрь, но подпольные спикизи не имели никаких проблем и никакого контроля на входе. Они наливали всем. Они наливали женщинам и они наливали подросткам. Алкоголь перестал быть исключительно мужской проблемой, он стал точно так же проблемой женщин и проблемой подростков, и, соответственно, проблемой матерей. Женщины к этому времени получили избирательное право. Следующая, 19-я поправка, запрещала дискриминацию избирателей по половому признаку, то есть де-факто давала американкам избирательные права. И женщины начинают этим избирательным правом пользоваться. То, что бизнес алкоголя не исчез, а просто перешел в нелегальную сферу, стало очевидно довольно быстро. Стало очевидно, что алкоголь не перестали продавать, но его начали продавать малым детям и женщинам. Алкоголь не перестал существовать и производиться, но стало производиться очень много чрезвычайно некачественного и отравленного алкоголя. Преступность, связанная с алкоголем, не исчезла, а стала более организованной. И женщины начинают бороться за отмену сухого закона с тем же самым энтузиазмом, с каким они 10 лет назад боролись за его принятие. Факт 8. Сухой закон не был отменен по всей стране. 21-я поправка отменяла 18-ю. Она не требовала у всех субъектов федерации немедленно отменить сухой закон, но она предоставляла возможность отдельным субъектам федерации сохранять сухой закон на своей территории, если им было угодно. И им было угодно. Сухой закон не был отменен повсеместно. На самом деле некоторые целые штаты США оставались сухими вплоть до 1966 года, когда Миссисипи последним штатом отменил сухой закон на своей территории. Что опять же не означает, что более мелкие области Соединенных Штатов не могут ввести у себя сухой закон. И по сей день в Соединенных Штатах существуют отдельные области графства, где сухой закон не отменен, где по-прежнему запрещено продавать и производить и транспортировать алкогольные напитки. Поэтому если вы переезжаете внутри США или переезжаете в США, вам имеет смысл сначала проверить, не является ли та территория, на которой вы будете жить, сухой, и не придется ли вам каждый раз за пивом ездить в соседний город. На этом у меня сегодня все. Всего вам доброго и до свидания.